А что, если я скажу вам, что наш мир не единственный во Вселенной, что существует множество самых различных миров, по которым можно путешествовать через своеобразные порталы книги. Миры эти красочны и различны. Какие-то из них вселяют страх, а на каких-то хочется остаться до конца жизни. Чтобы постичь эти миры, необходимо решить множество загадок, но в награду вы получите незабываемые ощущения и новые знания о мироздании. Чтобы убедить вас в этом, я приглашаю вас отправиться вместе со мной в удивительное путешествие. Путешествие на остров Мист. Всем привет, с вами Вокша. Вот и пришло время рассказать вам о чудесной серии игр Мист, которая является одной из моих самых любимых игр в жанре. Важно отметить, что это не какой-то там рандомный тайтл, как это обычно бывает у нас на канале, а очень важная для развития жанра игра. Чтобы вы правильно понимали значимость Миста, с года ее выхода по 2002 год Мист 1 была самой продаваемой игрой на ПК в истории. В истории! Понимаете? А у первой части аж 4 ремастера! 4! Своим успехом Мисты задали высокую планку качества. И знаете... Вот нет-нет, да и начали появляться какие-то подозрительно похожие игры. Ну, я ни на что не намекаю, но знаете, вот какая-то армия клонов образовалась на рынке, какая-то мистовская аномалия, непонятно как-то, Мист. Как ты это объяснишь, а? Может быть, ты гулящая? Или, может быть, ты Зевс? Откуда столько бастардов, а, Мист? Ай-яй-яй! Но все эти вопросы, конечно же, стоит задать не игре, а ее создателям, братьям Робину и Рэндому Миллеру, которые проделали просто мозговыносящий объем работы, чтобы создать этот бесценный вклад в наследие жанра. Про историю создания этой серии, про всякие приколюшки с разработкой, а также про книги и комиксы по Мисту можно еще целую серию роликов выпускать. А поэтому давайте в другой раз. А сегодня давайте с вами посмотрим, с чего начиналась эта длинная, но без сомнения увлекательная история. Я написала сценарий к ролику в этой книге, и если мое искусство окажется верным, то сейчас внутри мы увидим с вами обзор на Мист. Смотрите-ка, получилось. Ну что же, поехали! Как я уже говорила, у игры аж 4 ремастера. Все они разные и с разной степенью ржачности перевода на русский язык. Вы откроете книгу, которая не обманет ваших ожиданий. Катерина, дорогая, я должен срочно покинуть остров. Ты можешь мне помочь? Помоги мне, ты поможешь. А поэтому играть и жить мы с вами будем в третьем, который Masterpiece Edition. Так как его легко можно приобрести в Стиме любому смертному, в отличие от последней версии, да и к тому же сюда свободное перемещение ваздом прикрутили, что удобно. Вот теперь поехали. Первое, что увидит игрок, запуская игру Мист, это падающие в космоса неопределенное тулово с книгой Мист в руках. Кто это? Что происходит? Что это за книга? Нам пока неизвестно. Но ответы придут со временем, если мы проявим достаточный уровень терпения и клиптомании. Когда космос становится достаточно плотным для приземления книги, мы, подобно лохматой сороке, сразу же хватаем ее, как только нам это позволяют, бессовестно забыв про падающее тело. И, конечно же, без раздумья хлопаем рукой по изображению внутри. Так мы попадаем с вами на остров Мист. Ну и что же это за остров такой, ядрить его в корень? Поскольку единственный человек, который нам мог это рассказать, был нами обкраден и брошен в бездне, нам придется самостоятельно разбираться, чё да как. Первое, что мы находим на острове, это записулю какого-то Атруса какой-то Катерине с партийными указивками к действию, посчитать индикаторные рубильники. Кто такой Атрус? Кто такая Катерина? Что такое индикаторный рубильник? Почему меня бросил отец? Ничего не понятно, но очень интересно. В итоге от безысходности приходится открывать третий глаз и каким-то интуитивным образом выполнять первый квест, прописанный в записке, чтобы в результате получить завязку в нашем мистовом сюжете и прослушать сообщение Атруса. Кэтрин, любовь моя, мне нужно побыстрее уходить, иначе случится что-то ужасное.
Большинство моих книг уничтожено. Кэтрин, это сделал один из наших сыновей. Я Так, сейчас, подозреваю, погоди. что это Ахинар, но улики таковы, что это может быть Как, любой из них. Ахинар? Мне не следовало так долго Ща, оставлять подожди, свою да не библиотеку торопись без ты. присмотра. Ой, еще когда прочитаешь это сообщение, уничтожь его, чтобы быть в безопасности. Стой, подожди! Черт! Так, ну ладно, по крайней мере, мы теперь с вами знаем, что есть некие супруги Атрус и Катерина, и у них есть своя библиотека. Ну, была. А также вскоре мы узнаем, что у них есть два сына, Сирус и Ахинар, эдакие Данте и Вергилий Местовского разлива. Оба заточены в книгах, и каждый слезно просит об освобождении путем поиска страницы своей книги. Прошу, принеси мне синие страницы. Принеси мне красную. Мне нужны синие страницы. Красная страница. Принеси мне красные страницы. Наркоманы какие-то. Но также стоит помнить, по словам Атруса, кто-то из них предатель и импостер, опасный черт, которого следует опасаться. И тут уже нам с вами, как участнику истории, предстоит выбирать, что делать и кого освобождать. Здесь-то, по сути, и начинается наше путешествие. И чтобы облегчить вам восприятие, сейчас я обрисую вам местный лор, который здесь просто необходимо прочитать для понимания, что происходит. Да, в местах надо читать, причем очень много. Но я сейчас вам все расскажу. Когда-то была древняя цивилизация Дни, или Дании, как вам удобней. И жили там чуваки, умеющие создавать миры и путешествовать по ним. И вот Атрус как раз один из них, выходец из мира Дании. Сейчас он там не проживает, потому что произошел некий коллапс, и по сути Дании пришел писец, а соответственно и создавателей миров теперь ограниченный тираж. И вот этот Атрус со своей женой Катериной жил-поживал, да добра наживал на острове Мист, где занимался искусством. Искусством тут называется процесс написания и фиксирования новых миров. Если искусство выполнено правильно, то через написанную книгу можно телепортироваться в прописанный там мир. Вот так вот местные штуки работают. И вот блуждал Атрус по разным мирам, фиксировал свои наблюдения в дневниках, помогал местным жить свою жизнь, и вообще все было хорошо. Но тут кто-то из его сыновей дал ёбу и решил все нахер испортить, а поэтому сжег книги и устроил дебош и анал-карнавал армагеддоновского масштаба, вот так вот. Ну вот, в итоге нам и предстоит попутешествовать по разным мирам, где семейка тусовалась, и узнать, что произошло. Путем решения головоломок разной сложности нам предстоит искать книги перемещения в тот или иной мир, где нам предстоит решать головоломки разной сложности и искать книги перемещения уже обратно на Мист, параллельно изучая следы пребывания братьев в этом мире и находя одну из двух страниц. И тут мне хочется поговорить немного о технической части. Я в здравом уме и памяти заявляю, что Мист — это пример, эталон того, как должны работать пазловые квесты. Каждая головоломка здесь понятна и логична настолько, что ее возможно решить любому, особенно если проявить достаточный уровень внимания и терпения. Исключением, возможно, является лишь момент, где слив из огромного сундука водички объемом с плевочек должен, по идее, сделать сундук настолько легким, что тот всплывет на поверхность, если заполнить помещение водой. Никогда в это не поверю! Он весит почти центнер! Вы чё? В остальном все решаемо и понятно. Если быть внимательным, читать все, что дают, внимательно слушать и думать логически, вы за пару вечеров точно пройдете Мист. И это ровно тот случай, когда головоломки нельзя назвать простыми, но они и не являются замудренным бредом. Правда, чем дальше по серии, тем больше этот тезис ставится под вопрос, но для первой части это абсолютная правда. Как вы могли заметить, инвентарь в игре отсутствует наглухо, что является отличительной чертой серии игр Мист. Знали бы вы, как стрёмно будет в будущем найти какой-нибудь топор или копье, особенно в опасном месте, и не взять его! Или найти что-то прикольное и блестящее, что определенно хочется скорее пихнуть себе в карман, а тебе этого сделать просто не дают. Это страшно бесит, буквально до скрежета зубов, но и убирает бессмысленный пиксель-хантинг и делает решение пазлов намного честнее.
В итоге, когда ты находишь ту или иную страницу, она остается у тебя в руке, и курсор не меняет своего вида, пока ты эту страницу не скормишь соответствующей книге. Из-за этого складывается ощущение, что ты всю дорогу демонстративно несешь эту страницу прямо перед собой на вытянутой руке. Знаете, такой отстой, что в наше время путешествий по галактике все еще не изобрели карманы. В игре 5 разных уцелевших миров. И, пожалуй, самое интересное — это сначала прочитать про тот или иной мир в дневнике Атруса, а только затем посетить его, находить в нем интересные описанные места и постигать историю этого места. К тому же истории тут правда интересные. Например, про мальчиков с Полоха, Волю и Лучика, которые жили посреди моря на скалах и которым Атрус построил маяк. Или, например, про компашку выживших после катастрофы дедов, которым Атрус помог перестроить их наблюдательный пункт под военную крепость. Про леса на воде, где жители мира живут на деревьях, как в одной небезызвестной нам игре, где Атрус помог превратить основной ресурс, то бишь воду, в источник энергии для запуска машин. И так далее. Но что-то тут не так. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А где, собственно говоря, все? А тут надо сказать спасибо одному из двух братьев. Здоровье погибшим. В Masterpiece Edition также прикрутили функцию смены дня и ночи, что, в общем-то, бесполезно, но очень прикольно. Знаете, некоторые даже жаловались, что «Вы чего с фонарик-то добавили? Какой там может быть фонарик-то в 18 веке? Вы там планку-то маленько удерживаете, да? Понимать надо, фонарик-то как может быть?» Действительно, то ли делают все вот эти вот охуекипятительные космические кибермашины и механизмы. При таком развитии технологий фонариков точно быть не могло. Это, дикость какая-то, извините. Чем дальше мы путешествуем по мирам, тем более и более нас начинают напрягать апартаменты братьев. У Сируса то и дело находится бухло в огромных количествах, весь госдолг США, а также много-много вещей, указывающих на наличие серьезных комплексов и не в меру завышенного ЧСВ. У Ахинара же вообще шляпа, какие-то ритуальные маски, а мы с вами благодаря шороху знаем, что ничего хорошего от таких косплей-атрибутов ждать нельзя. Склянки с ядом, оружие, орудия пыток, а в одном из миров вообще лежит отрубленная нахер человеческая голова. Чё? Получается, надменный властный алкаш и пухлый садист. Ну и детишек ты вырастил, господин Атрус, у меня к тебе много вопросов. При этом каждый строит из себя невинную девственницу в 3-м поколении и переводит стрелки на противоположного брата. Только не слушай моего брата. Я предупреждаю тебя, предупреждаю, он лжет. Комната, в которой ты сейчас находишься, это библиотека моего отца. Все случилось именно здесь, на острове Мисс. Какая потеря? Теперь-то я точно знаю, что Ачинар сжег большинство книг. Все из-за того, что мой брат — выдумщик, глупец и лгун. Вина лежит на моем брате Ачинаре. Он безумец. Ты. Нет, не я, ты. Нет, ты. Молчать. Ты. Да? Да не ты, он. Я. Ты, мы. Всем достанется здесь. И чем дальше, тем больше уже не просят, а требуют принести им страниц, разговаривая с нами так, будто бы игрок их ручной миньон, посмотрите сами. Ты здесь, чтобы освободить меня. Мне нужно больше красных страниц. Возьми в ней последнюю голубую страницу. Должен освободить меня. Ты должен найти еще одну страницу, и я буду свободен. Оу, вот эту страницу. В итоге волей-неволей приходишь к выводу, что оба брата те еще клещи, которых выпускать из плена точно не стоит. Но если вы вдруг решите смилостивиться над одним из них и все-таки навтыкаете кому-либо из них страниц, то когда же вы уже запомните, что в этом мире добрым быть нельзя? Ну ёб твою мать. Да-да-да.
Ты глупец! Ой, а это что? Может, это страницы, ради которых ты так старался? Прощай! Ну, что тут можно сказать? Но если вы такой же опытный дедуктивщик, как и я, то вы притормозите коней и начнете искать альтернативный вариант. И вы его найдете. Оказывается, братья также обманом запендюрили своего папашу в книгу и только потом сами попались в ловушки. У меня, правда, от этого рвется башня окончательно, потому что тогда я не понимаю, кто их так ювелирно расставил на полочке, ну да это не важно. А про то, кто раскидывает страницы, я вообще молчу. И Атрус, немного офигев, увидев нас, Кто ты такой, черт побери? также просит принести ему страницу для освобождения из Дании. Да, кстати, он заперт именно там. И если вам вдруг раньше времени захочется телепортнуться в великую цивилизацию и прогуляться по полумертвому миру, то Атрус скажет, что вы дурака кусочек и теперь останетесь с ним здесь на всю оставшуюся жизнь. Ты не принес страницу. Ты не принес страницу. Какой же ты глупец! Сука! Я не знаю почему, но братья не уничтожили, а спрятали эту страницу в одном из рубильников на острове. Наверное, это для того, чтобы потом сделать из нее оригами на глазах у Атруса и греться об его термоядерный Батхёрд сквозь книгу холодными вечерами. Наверное, не знаю. Самое смешное, что подсказка о месте нахождения страницы находится в покоях у братьев, хоть и в разобранном виде, но почти на самых видных местах. Ну, что тут можно сказать? Ну, тупые. Однако страница у меня, и я хочу возмездия. Поэтому спешу к мистеру-книгописцу в Дании, чтобы вершить справедливость. О, мой друг, ты вернулся? А страница? Ты принес страницу? Да принесла. Дай-ка ее мне. Слушай, а как ты это делаешь? Ну, я имею в виду книги, Пожалуйста, вот эти отдай мне все и страницу. всякое такое. У меня столько вопросов. Почему, например, Страницу, ты не мой мог дорогой друг. написать еще одну? Ну, типа... Да на. Ты все правильно сделал. Передо мной стоит трудный выбор. Слушай, ну тут выбирать на самом деле не с чего, потому что пока я инвестигировала твои труды, оказалось, что оба твои сынка мудаки. Ну, уж извини, но это правда. Один кучерявый садист, а другой алкаш и эгоцентрист. Как бы вот так вот. Куда твоя жена смотрела, я не знаю. Мои сыновья меня предали. Но я знаю, что надо делать. Я скоро вернусь. Ну ладно. Кстати, хороший вопрос. Маньяками и психами не становятся просто так. Для этого как минимум нужны причины. Поэтому пока Атрус занимается отцовской жопопоркой, давайте-ка с вами подумаем, как же так произошло. Если мы с вами почитаем книги Атруса достаточно внимательно, то разглядим, что пока папаша весело скакал по мирам, как горный козел, он не особо-то часто был дома. Воспитанием сынулек, походу, занималась в основном Катерина, а Атрус возвращался домой лишь выполнить супружеский долг и снова убегал в миры. «О, Катерина, моя Катерина, как же я по тебе скучал!» «Катерина!» О, снова пора в путь, не скучайте! Что касается Катерины, то она в 99% случаев предпочитала оставаться на месте и нигде с мужем не тусила. Более того, все идеи Атруса, судя по его записям, она склонна была обесценивать, да и вообще особо не воспринимала его телодвижения всерьез. Но что? Что же такое она могла делать на месте, что потом у одного из ваших сыновей лежит отрубленная человеческая башка в сундуке, а другой записывает голограммы про то, как крошит миры налево и направо? Согласитесь, довольно странная ситуация.
Однако, что можно сказать наверняка, так это то, что повелевательское поведение личинтусы точно унаследовали от отца. Очевидно, что статус полубожеств и путешественников по мирам вскружил пацанам голову, а мамкина глупость, никакущность и склонность обесценивать все окончательно превратила их в мудил. В глазах-то Атруса все зашибись, дома он бывает редко, жену любит настолько, что не видит, что уровень ее развития равен поношенной бахиле. Детей он хочет видеть молодцунями, а значит так оно и есть. Мир прекрасен. Вывод. Атрус – это всемогущий одуванчик, не видящий дальше своего носа. Катерина по знаку зодиака табуретка, Сирус, когда вырастет, всем покажет. А к Кахинару вообще лучше никогда не подходить, упаси господи. Ну что ж, а Атруса все нет. Да, в игре его приходится ждать довольно долго. О, вспомнишь солнце, вот и лучик. Вот и все. Я надеюсь, ты их убил? У меня много вопросов к тебе, мой друг. Но у меня мало времени. Мне еще столько всего нужно сделать. Дело в том, что мою жену выкрали и держат в заложниках. Ну, судя по моим расчетам, ты этому скорее должен радоваться. Слушай, я тут так много для тебя сделала. Я, знаешь ли, ни на что не намекаю, но, может быть, ну... Что касается вознаграждения, я могу предложить тебе свою библиотеку, которая находится на острове Мист. У меня там очень много книг. Можешь ознакомиться с ними, если захочешь. Думаю, там ты сможешь найти все, что тебя интересует. Спасибо. Ты можешь спокойно осматривать богатство моей библиотеки на острове. Спасибо тебе за все. Ты же знаешь, что твои сынки все сожгли, а что не сожгли, я уже успела прочитать. Что мне делать-то теперь? Вот жлобяра. Атрус, не игнорируй меня! Атрус! 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 Слушайте, да ему вообще нормально. Да он и не торопится, собственно, никуда. Ну, а я тоже. Короче, да, на этом игра фактически заканчивается, а про украденную жену и Атрусовы дела уже будет вторая часть Миста. Ривен. Но если у вас вдруг, как и у меня, присутствует здоровенное шило в жопнице, то вам предоставляется возможность решить еще парочку дополнительных пазлов. Решив их, мы узнаем еще немного новых штук о семье Атруса и его исследованиях. Оказывается, Атрус, проводя эксперименты в мире Райм, изобрел видеосвязь. С помощью кристаллов можно получить дистанционное изображение мира и наблюдать за ним, не телепортируясь через книгу. Версия для ленивых, так сказать. И, в общем-то, максимум полезного, что мы можем выжать из этого дополнительного игрового куска, это изображение мира Ривен, в котором будут разворачиваться события второй части. Но о том, что это последнее, что можно сделать в игре, вы никогда не узнаете, потому что в игре нет концовки. Мисс, ну так делать просто нельзя. В любой истории должен быть финал. У любой книги есть точка в конце. Что за неуважение к игроку? Откуда мне знать, что я больше ничего сделать не могу? Я ж тут проведу еще 10 часов, убежденная в собственном слабоумии, и буду ждать титров. Что за говно? Вторая моя предъява связана с сюжетом. Честно говоря, я не удивлюсь, если на этот вопрос есть ответ, и просто я его проглядела. Но возможно, что ответа и нет, и это просто тупо ляп. Все возможно. Атрус заперт в Дании, и по какой-то причине этот умник не может написать себе телепортирующую книгу обратно. Почему? Может быть, телепортирующих книг может существовать только одна? Ну, тогда почему в каждом мире, что вы посещали, лежит своя собственная книга Мист? Значит, все-таки можно написать несколько книг перемещения. Просто во второй части нам объяснят, что есть книги телепортации, а есть книги-ловушки, которые никуда не ведут и лишь засасывают неосторожного тыкателя пальцем в изображение. Именно поэтому братья менялись с нами местами и заточали нас в черноту, потому что находились в книгах-ловушках, а книга Атруса приводила нас в конкретное место. Значит, у него самая обычная книга перемещения. В чем проблема тогда написать еще одну, непонятно. Ну ладно, я для себя решу, что тем, что они вырвали страницу из книги, они как-нибудь там сломали код планеты, и в результате выбраться оттуда не так-то просто. Кстати, о птичках. Почему в книге, где страницы белые, мы таскаем страницы, которые цветные? Странная хрень какая-то.
Ну и последнее, что я хочу сказать, но это уже совсем не в предъяву. Понимаете, первая часть «Места» — это не самая сложная в сценарном плане игра. В завязке нам описали, что кто-то из двух братьев предатель, в развитии мы поняли, что предатели оба, а в развязке братьям пришел отцовский аппендюлянтус, как мы и ожидали. А как мы уже поняли из обзора на Фран Боу, развязка всегда должна быть не такой, какой хочет ее видеть зритель, а иначе будет скучно. Но в «Местах», на мой взгляд, главное то, как нам подают историю и к каким размышлениям она приводит. Тебе ведь никто вслух не озвучивает, кто злодей, а кто герой. Тебе лишь показывают предметы, истории и поступки, а ты уже сам в голове дорисовываешь картину. И это круто. У фантазии ведь неограниченный бюджет. На первый взгляд кажется, что история простая настолько, что ее можно уместить в одно предложение. Но если начать думать и анализировать, то окажется, что тут вообще все не так просто. Эта история не про доброго отца-творца и злых сыновьях-предателях. Это история о целой династии странных, вызывающих смешанные эмоции сверхлюдей, у которой вместо наследства комплексы и психологические проблемы. Почему династия? Потому что если почитать дневники достаточно внимательно, то окажется, что у Атруса есть папаша, с его слов злой и поехавший черт, которого сын заключил в мире, который папаша же сам и создал. Вау! О, все понял. Понятно. Получается, из их семьи не сидевшая остается только Катерина. И то потому, что нужна хотя бы одна ждуля ради приличия и чтобы передачки передавать. Ну шо, господа, местовской уклад един. Вечер в хату, путешественники. Ты в какой книжке сидел, браток? Хочу двух сыновей, вора и прокурора. Один будет воровать, другой прикрывать. Муе! В общем-то, вот такая вот игра «Мист». И хоть первая часть и является самой слабой в серии, однако своим существованием она внесла в жанр квест огромный вклад и повлияла на ход его развития. Ходит слушок, что скоро стартует сериал по «Мисту», и если это не байт, то я очень вовремя заскочила на эту тему. На этом все. Подписывайтесь, если вам понравилось, жмите колокольчик, не жмите сомнительные изображения в книгах. Счастья, удачи, лохов побогаче. Всем пока! Странно, я же писала в своем сценарии, что книга перемещения будет где-то здесь. Так и было, пока я не стер это предложение из книги. Зачем? Затем, чтобы наконец-то увести твой канал и начать делать обзоры на нормальные игры. Удачно вам потусить с Атрусом, Вошка! Ах ты, говнюк! Когда я до тебя доберусь? Собака страшная, да у меня слов нет, вообще фашист, урод! Да как ты мог так со мной поступить? Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.